Эй, красотка! Фиолетовый шатер тут неподалеку! Отстаньте! А то чё? Вы слышали, леди? Я считаю до 3. Он рывается. Ну давай посмотрим, кто круче. Внимание, важное. Акетра мироходец. Я уверен в этом на минимум 99%. В ее комнате находились кристаллы, которые мог получить только, и, повторяюсь, только мироходец. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы получили пачку уверенности. Да-да, в этом сезоне уверенность о какой-либо информации самый ценный ресурс. И наша уверенность в том, что Акетра мироходец, вновь подтверждается. В ее комнате, в которой нас лечил врач, обнаружен ресурс, который буквально является самой пустотой, материей, находящейся между мирами. Кристалл Скинта. Да, я понимаю, можно притянуть за уши, что Акетра где-то купила эти кристаллы, сама не понимает, что они означают, но нет, я не настолько скептик, чтобы закапывать очевидные догадки. Но у нас есть более серьезная беда, проблема, дилемма. Мой персонаж тупо не помнит, что он мироходец. Да, то есть даже если ему скажут это слово, он такой: чего? Мироходец? Это как? Поэтому посмотрим, как сюжет закрутится. Но, ребята, у меня есть еще более серьезная проблема. Вы посмотрите внимательно на эту комнату. А теперь сравните вот с этим скриншотом. А теперь снова на эту комнату. Снова на скриншот. Да, вы это видите. Сундуки пропали, черт возьми. Я специально выбивал здесь стены, ставил верстаки, сундуки. Все это складировал. И оно просто вернулось на круги своя. Черт! Но, хорошие новости. Я не потерял вещи. Абсолютно все вещи, которые выпали из сундука, лежали вот здесь. То есть я их подобрал, рассортировал. У меня тут и снопы сена, и булыжники, и глубинные сланцы. Даже клетка души осталась, все идеально. Так что можно особо не переживать, но да, я просто не совсем понимаю, где теперь мне это хранить. А может быть, создать рюкзак? Нам понадобится обычный, который делается из нити, кожи и любого сундука, да? Кожа есть, нити есть, доски забираем, новый верстак выставляем. И да, сундук получаем. То есть прямо сейчас мне просто можно сделать еще один рюкзачел, но, блин, тут такая проблема, то что у меня будет 2 рюкзака, и я буду тупо путаться. Ладно, давайте сейчас не будем на этом зацикливаться. Проверим, кого-нибудь можем найти. Можем ли мы с кем-нибудь поговорить? Всем привет. Так, тут никого. Эй, Сдерик, ты на кухне? О, и Сдерика тоже нет. Ладно, это уже проблема. А куда опять все делись? Эй, Лолошка, проснулся? Нет, то есть не сплю. Мне скучно, Лолошка. Скульптор в лечебнице. Абди ушел за продуктами на рынок. Поговори со мной. А за что меня-то, леди Акетра? А компания Сдерика вас чем не устроила? Скульптор? А что с ним произошло? Он в порядке? Так, леди Акетра, а хотите я расскажу, что мне снилось? Что произошло со скульптором? Подожди, он в больнице, да? Он в порядке? Подвинься. Да я вот сама не понимаю. Может быть, у него реакция на мои ароматические масла? Может быть, возраст в нем наконец-то начал брать свое? Но мне кажется, что дело все не в этом. Скульптор чего-то очень сильно боится, Лолошка. С первого вечера, как я увела его к себе, он твердит всякое. Твердит, что ему осталось недолго. В первые вечера он почти все время молчал. Я никак не могла его разговорить. Ну, он и при тебе мне грубил, ты помнишь, наверное. А потом что-то переменилось. Он начал в задумчивости расхаживать по моей комнате. Потом отказался от еды. Я предпочла не обращать внимания, потому что одновременно с этим, Лолошка, скульптор начал рассказывать мне истории. Потрясающие, захватывающие истории. Я думала, он решил открыться мне. Но, кажется, говорить его заставил некий страх. Врачи говорят, что у него ранние признаки помешательства. Жрица, представленная наблюдать за скульптором, говорила мне, что во сне он шепчет, что его хотят убить. А днем он отказывается от еды от страха, что она якобы отравлена. Лолошка, тебе нужно будет сходить к нему. Да, как-нибудь сходить. Возьмешь с собой Абди или Сдерика и пойдете его проведать. Я стараюсь сделать вид, что все в порядке,
что все будет хорошо, но... Черт, я очень переживаю. Скульптор Лолошка далеко не простой человек. Что, если он не помешался? Что, если ему действительно грозит опасность? Ух ты, вы умеете плакать... То есть, леди Акетра, какая же опасность может грозить однорукому старому Абду? Он бредит, по-любому. Так, леди Акетра, вы не переживайте. Мы обязательно сходим его проведать. Все будет хорошо, да. Немедленно заберите скульптора из лечебницы, Акетра. Ему опасно там находиться. Ну, наверное, вот это что-то около нейтральное, да? Не переживайте, мы сейчас сходим, все проверим. Может быть, у старика реально какая-то деменция. Сходим. Ой, спасибо. Спасибо, Лолошка. Ты не представляешь себе, что я испытала, когда скульптора забрали в лечебницу, а на следующий день ты явился домой со сломанной рукой, а? Я начала сомневаться в том, что мой подход к содержанию абдов правильный. Ну вот, я пришла к тебе, чтобы ты отвлек меня от плохих мыслей, а в итоге расплакалась при тебе. Давай-ка сменим тему, а? В общем, я купила твоему другу Зарифу новый корабль. Он еще строится, но скоро будет готов. Скажешь ему об этом сам. Хочу, чтобы ты его обрадовал. Удивительно устроен мир, конечно. Для меня купить такую маленькую лодочку ничего не стоит. А для кого-то это, наверное, целая жизнь. Не нравится мне такое устройство мира, Лолошка. Не нравится. Но знаешь, что самое ужасное? Я была бы не готова отказаться от того, что у меня есть, чтобы изменить такую ситуацию. Чтобы содержать все это, у меня уходит столько утенов. Столько, сколько некоторые торговцы в порту не заработают за всю жизнь. И я совсем не готова со своим домом расставаться, как и со вкусной едой, удобной и разной одеждой, бумажными книгами, украшениями. Ну, в общем, ты меня понял. Я помогаю другим, но не в ущерб себе. Да-да-да, я знаю, как это звучит. Очередная богатая дама грустит, что не все вокруг нее такие богатые. Знаешь, мне кажется, что моей жизни ужасно не хватает какой-то цели. Я не хочу быть такой же, как все эти напыщенные индюки вокруг меня. Для них, для всех, их состояние, зачастую являющееся результатом богатых родителей, это пик, их предел мечтаний, представляешь? Я же стараюсь свой достаток использовать как средство достижения других целей. Как думаешь, почему я поклоняюсь Хетентепу? Почему выкупила вас у Буриса? Я жажду знаний, потому что уверена, в какой-то момент знания дадут мне и цель в этой жизни. Вау, нифига себе. Это, кстати, первый такой более полноценный диалог с Акетрой. То есть мы понимаем, как она мыслит. Леди Акетра, знания могут быть не только в храме Хетентепа. Отправляйся со мной за Синдбадом. О, леди Акетра, что вы? У такой думающей и богатой леди, как вы, не может быть препятствий на пути. Ну, это слишком такая грубая лесть, так что нет. Ваши слова, леди Акетра, это просто блажь богатой женщины. Никакой высшей цели не существует, как и смысла жизни. Давай вот это! По-моему, это очевидно. Знания могут быть не только в храме Хетентепа. Отправляйся со мной за Синдбадом, вот. А? Чего? Эй, Лолошка, кажется, ты забываешься. Обращаться ко мне на «ты» абдам запрещено. Но я с самого начала знала, что у тебя проблемы с подчинением. Так что, ладно, нечему здесь удивляться. Ты что, серьезно думаешь, что я могла бы отправиться на Шахтерские острова? Думаешь, мы найдем там что-то интересное? Твой друг Синдбад кажется мне очень ненадежным товарищем. Поиск огней — это погоня за призраками. Хотя я читала много древних фолиантов, где были вполне конкретные упоминания. О, а что, если твое появление — это и есть тот знак, которого я ждала? Может быть, поиски были сосредоточены не там? Лолошка, за мной! Так, ладно. Может быть, пора действительно обратить свой взор из книги в бесконечный мир? О, Лолошка, решено! Решено! Сейчас же пойдем искать нормальный корабль для путешествия на Шахтерские. Чтобы больше не было такой ерунды, что ты плывешь в каком-то тазу. Ой, ты только не говори Зарифу, что я такое сказала. О, это же столько всего сейчас нужно будет продумать. Ой-ой-ой-ой. Нет, так, ладно, все, нельзя позволять мыслям брать верх над действиями. Просто будем продвигаться постепенно. Может быть, мы и не найдем подходящего корабля, но я знаю место, где мы будем искать. Давно искала повод туда сходить. За мной. Что, куда? Что?
Черный рынок какой-нибудь или что? Ой, слушай, что-то, честно говоря, я уже не так уверена. Так, а в итоге куда это? Там была вывеска «Сладкий утенок». А может быть, лучше в порту поищем? Неужели ты сдашься перед первым же препятствием? Ну и ладно, не для богатых дам это развлечение. Я и сам справлюсь, Акетра. Давайте немного промотивируем. Неужели ты сдашься перед первым же препятствием? Прекрати обращаться ко мне на «ты». А то я еще привыкну к этому. Пойдем за мной. О, все-таки решилась, да? Так, и что? Ой, ну и гомон. Сколько же здесь народу-то, а? Ладно, идем. Я знаю здесь местного бармена. Так, ладно. Бандит, ебать, бандит, они прям с припиской бандит, обалдеть. Это реально черный? Оу, какие люди! Акетра! Ха, ты какими судьбами? Здесь? Да... Я не ожидал тебя как-то увидеть здесь. Джамиль, проявил бы ты больше уважения. Тут все-таки мой абд. Да. О, великая леди Акетра! Словно само солнце между рогов Селиасет спустилось к нам, и вы осветили наш скромный бар своим присутствием. Все, Джамиль, перестань. И все же, что привело тебя сюда, Акетра? Мне нужен корабль. Большой. О, тогда понятно. Ты пришла в правильное место, Акетра. Какого уровня запрещенности груз тебя интересует, а? Живой или нет? Если хочешь привести каких-то необычных животных, то советую Зафира. Если тебя интересуют люди, то лучше обратиться к Бурису. А вот всякие редкие снадобья и запрещенные книги сейчас лучше вообще не возить. Ай, господи, точно. Как же я сама сразу не подумала про Буриса, а? Спасибо, Джамиль, ты супер. Стоп, подожди, ты знаешь про Буриса? То есть чаевых я могу не ждать, верно? Ох, Джамиль. Вот, возьми. Да, благодарю. Вот так вот у тебя все устроено, да? Так, и в итоге... Значит так, Лолошка, нужно поговорить с Бурисом. Для таких путешествий лучше все-таки брать знакомых людей. Знаешь, честно говоря, почему-то я думала, что это место куда более приключенческое, что ли. А это просто вонючая дыра с кучей пьяных матросов. Давай отсюда уйдем поскорее, ладно? О, гвоздь! Погляди, какая сюда красотка заглянула, а? Да. Эй, красотка! Ты ошиблась немного! Фиолетовый шатер тут неподалеку! Отстаньте! А то чё? А то чё? Чё ты нам сделаешь-то, а? О, так, вот тут, сейчас я выслужусь перед Акетрой. Мы не хотим проблем, пропустите нас, пожалуйста. Вы слышали, леди? Считаю до 3. Напасть на разбойников. Очевиднее варианта здесь не придумать, ребята. Вы слышали, леди? Я считаю до 3. Напугал. 1. Ты чё, я погляжу, нарываешься, да? Да, слышь, калека, место свое знай, а? 2. Он нарывается. Ну давай посмотрим, кто круче. 3. Бляха! А ёптель-моптель! А почему? Почему я на это согласился? Так, так, кыш, все будет нормально, все будет нормально. Ай, больно. Бляха-муха, очень больно. Так, одного хотя бы вырубить. Так, тихо, все, вырубили, нормально. О, 16 утонов, нифига себе с него выпало. Так, хорошо. На, получай, тварина. Умри. Сюда. И так будет с каждым. Понятно вам всем, понятно. Лолошка, уходим отсюда. Эй, Акетра, сюда! Так. О, драка там, реально целая драка. О, Акетра, обалдеть. Неплохо твой аб с этими двумя расправился, а? Я даже рад этому, если честно. Они были теми еще ханзирами. А вот хозяин будет недоволен. Он очень не любит происшествий в своем маленьком заведении. Так что мне очень жаль, Акетра. Но в ближайшее время больше не появляйся здесь. Удачи с вашими делишками. Чао. Ну и... Лолошка, это было великолепно. Ты был великолепен. Но нам лучше убраться отсюда поскорее. Если поторопимся, сможем успеть до закрытия базара. Застанем Буриса.
Охренеть, я великолепен, конечно, я великолепен. О, Бурис. Бурис! О, Лолошка! Лолошка, здорово! Ха-ха. А я уж собирался уходить. Слушай, прости, конечно, парень, но я на работе, не поболтаем. А что привело вас ко мне, друзья? Акетра, неужели вы наконец передумали и решили прикупить что-то из моего товара? Нет, Бурис, не сегодня. Я бы хотела нанять тебя и твою команду для путешествия. Нет. Только не говорите мне, что этот сумасшедший и вас зовет на шахтерский, умоляю. Да, Бурис, именно так. Должна ли я воспринимать твою реакцию как отказ? Что? Нет, леди Акетра, ни в коем случае. Если вы действительно хотите плыть туда, то лучше уж вашим перевозчиком буду я. Я отличный капитан. Лучший из всех. Со мной-то вы уж точно будете в безопасности. Черт. Вы когда хотите отправляться? Лолошка, у тебя какие-то планы, может быть, на ближайшие дни? Так, а что? Когда ближайшее полнолуние? Чего это такое? Это как будто какое-то проклятие, да? А как мне понять, что это означает? Нет, я готов отправиться, когда вам будет удобно. Давайте не будем торопиться, я еще не отошел от предыдущего путешествия. Как будто очевидно, что я хочу сюда нажать. Когда ближайшее полнолуние? Полнолуние? Да уж, парень, не ожидал, что ты окажешься суеверным. Да уж. Кажется, полнолуние завтра. Слушай, если для тебя это важно, чтобы мы поплыли позже, то... Мне нужно будет уладить некоторые свои дела, Бурис. Мы можем отправиться через 3 дня. Да, конечно, леди Акетра. Моя команда всегда готова к путешествиям. Почти все время провожу в песках, да. Я знаю, Бурис, знаю. Так, Лолошка, я устала. Слишком много переживаний за сегодня. Мне нужно поспать и заняться сборами. Сборами на свежую голову. Бурис. Я тебя поняла. Так. Эй, парень, ты чё там задумала? Я же тебя привез всего месяц назад. А ты за это время успел сбежать, сломать руку, потерять корабль с Зарифа. А теперь, ты же... Это? Серьезно? Хотя, должен признаться, в глазах Акетры горел такое огнище. Она выглядела прям счастливой. Ха-ха. Только вот такие обычно долго не живут, парень. Ну, ладно, хара! Я точно о вас позабочусь. Ох, как же я позабочусь! А теперь все, давай, проваливай. Мне тут закрываться пора. Ладно. Стоп! Акетра! Леди Акетра, вы куда делись? Почему я остался один? Ребята, я понял, почему у меня про полнолуние было. Потому что мне, оказывается, с этих бандюганов письмо какое-то выпало. Собрание новичков перед храмом в полнолуние. Будьте в масках. Приписка СМ. Вау, это очень круто, кстати, продумано. То есть, выбрав этот вариант с полнолунием, я специально отказался от того, чтобы поплыть в полнолуние, да? И я пойду вот туда, в маске, куда-то перед храмом. Вау. О, то есть мы узнаем, кто такой СМ, да? Бурис, кстати говоря, все-таки прикрыл свою лавочку, ушел. А я тем временем... непонятно, типа, Акетра тупо... О, спасибо за скоробея. Акетра тупо ушла в эту сторону. А зачем в эту, непонятно. Кстати, а это же получается у меня есть свободное время, чтобы поторговаться, да? Мне, наверное, домой надо. Но погодите-ка, здравствуйте. Торговать. О, тут можно кожу купить. Вот это, кстати, хорошо. Да, это приятно. Блин, это реально офигенно, то, что тут появились новые торговцы. Но здесь мне ничего не нужно. Дайте мне что-нибудь интересное. Искусствовед. Здорово. Ух ты, трофей ведьмы, трофей поборника, 64 утена, не-не-не, спасибо, дорого. Здравствуйте, фермер, торговать, семена пшеницы. Вот это, кстати, прикольно. Томаты есть? Томаты, я искал томаты. Нету томатов, серьезно. О, фермер, давай, пожалуйста. Томаты. Ну, давай. Ну, томаты. Нету томатов. Ни у кого не продается. Ну как так-то, а? С лесорубом все более-менее понятно. У него тут дерево. Вот это, кстати, очень хороший продавец. Надо его по-любому запомнить, потому что лесоруб явно здесь ценится. Тем не менее, томаты нигде не продаются, и я негодую. Это реально плохо. Это немного жаль. Ух ты! Нифига себе, какой библиотекарь! Чародейская книга на эффективность 5. Про тебя я по-любому запомню. Все. А я тем временем, наверное, не буду затягивать, поэтому побежали домой.
Эй! О, Абди! Абди, здорово! Мне жалко кувшинки, но их развелось тут слишком много. Надо убрать. Он прям реально выкидывает кувшинки. Я могу подобрать, да? Йоу, бесконечные кувшинки! О, знаешь, мне очень нравится, как пахнет от ледя Кетры. Ладно. Погоди, а ты ничего не скажешь про то, что я с тобой не пошел и все такое в храм? Я больше переживаю за скульптора. Что с ним случилось? О, я бы хотел знать, честно говоря. Сдерик, Зариф, скульптор и вы — семья, которой у меня никогда не было. Понял, еще что-нибудь? Иногда я вспоминаю Синдбада, но он не кажется мне семьей. Хоть мы и спали вместе. Мне очень нравится, как пахнет от ледя Кетры. Понятно. Так, Сдерик, привет. Да, ложка, представляешь? Халима прогнала меня с кухни. Говорит, что ей тоже хочется иногда готовить для госпожи. Я расстроен. Ничем не занимался весь вечер. Надеюсь, хотя бы твой день прошел интересно. Да, в целом интересно. Да, ты погляди, сколько здесь кувшинок, уже 14. Неужели это реально бесконечный фарм? Так, там у нас, получается, Акетры нет. Я вообще правильно сделал то, что пришел домой? Типа, мне не нужно было куда-то в другое место идти? Халима, привет. Я готовлю для госпожи кибех. Это ее любимое блюдо. Кибех? Интересно, что это такое? Леди нравится, когда я добавляю к булгуру орехи. Мясо я использую кроличье, потому что оно не жирное и очень-очень вкусное. Очень надеюсь, что леди оценят мои старания. Сдерик обиделся, что я его прогнала. Хотя я избавила его от работы. Сторонники Монту... очень странные люди. Ладно, я просто немножко не совсем понимаю, правильно ли я вернулся, надо ли мне было возвращаться. Ну давайте просто проверим дедовским способом. Я могу выйти отсюда? Если я могу отсюда выйти, значит все неправильно. Ага, я не могу выйти. Все, значит я все правильно делаю. Просто я немного переживаю, то, что Акетры нет. О, я могу сюда зайти. Вот они, те самые скопления скинта. Офигеть, кстати, сколько здесь книжных полок, которые идеально бы сгодились для чародейского столика. Хе-хе-хе. Ну ладно, делать я этого, само собой, не буду. Так, гостевая спальня, на всякий случай ее тоже проверим. Нет. Так, кстати, надо бы проверить, что у нас по прокачке. Прямо сейчас 6 серебряных скоробеев. О, кстати, насчет прокачки скоробеев. Мы же должны дойти до снижения требования к уровню для зачарования, по-любому. Вот, шанс блока, это качаем. И дабы дойти до снижения опыта к зачарованию, нужно еще раз... 2, 3, 4. То есть получается еще 2 скоробея. 2 гребаных скоробея. Обменять я не могу, да? Но у меня есть 4 золотых, надо бы тоже на что-то потратить. А потрачу я на прокачку либо организма, либо боя. Нет, беру свои слова назад, я ни то, ни другое не прокачаю. Я прокачаю ремесло до 10 уровня, потому что я хочу дойти до бережного обращения. Снижает шанс на потерю прочности предмета на 5% за уровень навыка. Сейчас у меня будет, получается, 9 уровень, да? Раз, два, три, 4. Были бы у меня сейчас 3 серебряных скоробея, я бы сделал одного золотого, но уже поздно, как говорится. А еще у меня есть 2 уритеховых скоробея. Я могу их потратить на Нильский прилив, либо все-таки подождать бережное обращение. Нет, пока что все-таки прилив, да. Меня сейчас реально больше всего смущает вопрос, а как же мне зачаровываться? То есть вот я буквально могу прямо сейчас взять этот стол зачарования. Да, я могу это сделать. Я могу, конечно, на одну серию вот так вот ляпнуть, но потом я точно понимаю, что этого уже не будет. О, ребята, я знаю, где будет. Помните, на рынке Нара мы же вскапывали блоки, мы ставили верстаки, мы много чего делали, и там остается. Ладно, тогда вот этот сундук мы точно сейчас забиваем. Например, снопы сена, книги, вот у меня есть книги, хорошо. Мы соединяем, и у нас всего лишь 3 книжные полки. Чё-то как-то мало, если честно. Да и уровня у меня что-то не так много. Куда пропал весь мой уровень? Надеюсь, это визуальный баг? Да, я специально перезашел в игру, и это был визуальный баг. У меня на самом деле 5 уровней, но я могу потратить, наверное, на что-нибудь. Допустим, чародейский стол, моя удочка, и это прочность, и все, да? Хорошо, а если мы сделаем вот так? Прочно, ты что, издеваешься? Реально такой отстой мне сувать? О, есть идея, есть мега крутая идея. Ребята, я понимаю то, что, наверное, это не совсем правильно. Книжные полочки, здорово! Я знаю, что это неправильно. Но я же уберу, я уберу. Ну-ка. Да, вот она, приманочка. Хорошо. Никто ничего не заметит. Честно. Так, 16 уровень. Господи, а на что я надеюсь-то? Обязательно заранее, чтобы не забыть, мы подарим какие-нибудь вещи Абди. Абди, привет. Ой. Сори, ща. Я хотел подарить... Да бляха-муха, что ты ешь эту морковку-то, алло? Я еще раз хочу подарить тебе, сделать подарок. О, ничего себе.
Это действительно мне. Спасибо. Пожалуйста, Абди, давай проверим, какие у нас отношения. О, почти максимально, ребята. Эй, Сдерик, здорово. Так, что ты любишь? Сэндвич с курицей, да? Ну извини, конечно, сэндвича с курицей у меня особо нет. Давай-ка я подарю тебе тоже золотую морковку, мало ли. Давай. Это реально офигенно. Чего? Отрицательные... Стоп, что? А почему отрицательные подарки стали положительными подарками? Точнее, наоборот, положительные подарки стали отрицательными. Мы только что увидели баг. Ладно, если что, я... Вот, вы слышали сейчас звук телеграмма. Я только что написал об этом баге. И вот, мне опять написали, если что, это мне, ребят. Я написал, это порешается. Халима, тебе можно что-нибудь подарить? Нет, нельзя. Собрание новичков перед храмом в полнолуние. Будьте в масках. Об этом я 100% не забываю, и об этом мы точно вспомним уже в следующей серии. Возможно, мы наконец-то узнаем, кто такой СМ, подарим новую лодку Зарифу, найдем Синдбада вместе с Бурисом и Акетрой, и, возможно, даже побываем в храме Кнефмтити, куда нас звал Абди. Все это обязательно будет, надеюсь. Еще раз спасибо большое за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Каждое ваше микронажатие, которое вам кажется микронажатием, поднимает мотивацию у меня и всей команды до запредельных уровней. Поэтому еще раз, пожалуйста. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и некий СМ. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.